километре от Будвы есть большой остров Святого Николая. Правда, кто-то называет его Гавайями по названию ресторанчика, встречающего там туристов. Недавно такое приключение затеяли с друзьями. Как выяснилось, в небольшой компании наших друзей все мы хотим попасть на этот остров. И не на лодке или пароме, которые постоянно курсируют между Будвой и островом, а освоить мы хотим заодно и САП. Стартовать решили в 7 утра, пока нет волн. Погода обещала к обеду разгуляться. Надо тебе вперед. Все, да? Вот так, да, правильно? Так, на себя. У нас лопатка должна встать к воде вот таким образом, чтобы сделать грибок. Компания подобралась у нас что надо. На САПе до этого стояли только двое, а третий лишь на подмосковных реках. Меня жена 2 года не вставала. На 3-й год встала и говорит, какая же я дура. Так же классно. А я стою ровно. Тоже я не могу, я упаду. Нет, нормально. Вот эта ручка, это центр, но в районе этой ручки стоит. Смелые. Для плавания на САПах без инструктора практически в открытое море в предштормовую погоду. Но без подробного инструктажа не остались. Ноги наши амортизаторы мы должны не отработать, когда будет волна. Так, ну, вроде все уверен. Наклона вперед, не висим на весле. Решили ladies first, а мужчины с детьми на каяках. Привет! Как выяснилось, сложность лишь в том, чтобы удержаться на САПе, когда идет волна. Для этого начинающим даже лучше опускаться на САП на колени, чтобы встретить волну. Ну что, как тебе ощущения? Ну, так страшновато, волна, конечно, чувствуется так сильно. Но тут надо мозг отключать, чтобы ноги тебя сами балансировали. Я даже не устала. Для себя эту прогулку расцениваю как преодоление. Я боюсь неизвестного глубокого пространства под собой. Именно поэтому решила налечь на весло, абстрагироваться от глубины, чтобы быстрее дойти до острова. А волна постепенно набирала силу. Опытный не заметит, а нам было ощутимо. Новичкам-то. Катя вырвалась вперед. Денис, ты меня слышишь, дорогой? Нет, Волна тут сильная? ничего не слышно, ветер дует. Денис, перестань. Волна сильная, говорю. Для меня сильная, для первого раза. Я волнуюсь, со мной лучше не сталкиваться. Вообще-то на остров можно попасть и пешком. Правда, нужно дождаться отлива. Даже на спутниковой карте виден перешеек, дорога между материком и островом. В отлив глубина там может быть около полуметра. По легенде, когда-то эту дорогу сотворил святой Савва, бросив несколько камней в воду. Ему надо было взойти на корабль, отплывающий в Афон. Остров Николая назван, вероятнее всего, в честь церквушки, много веков назад построенной на острове для покровительства морякам. Протяженность этого куска суши 2 километра. Когда-то там был богатый животный мир. Олени, фазаны, зайцы. Но все это кануло в лету. И я вообще не гребла вообще. Не гребла Не ты? один раз, да. Не один раз? Да. А ты хочешь грести? Да, хотя бы немножко. Очень хорошо. Качает, правда, сильно, но не страшно. Не страшно? А ничего в такую погоду с такими тучками выходить, как думаешь? Нет, я уверена, что дождя не будет, мы успеем вернуться. А я думала обратно завтра, если что, к завтрашнему разойдется. Ну, вообще мы взяли достаточно еды, поэтому заночевать тоже можно здесь. Коленки у меня отваливаются, но зато я фоток много сделала. Я самая последняя, почему я фотки видео сделала. Молодец какая, Ты вот ушла вперед всех и без фотографий Да будешь. я думала, лишь бы вниз не посмотреть, понимаешь? Да, глубоко. Блин, вообще в последнее время уже эти ноги отваливаются, коленки. Зря на роликах тренировались, все нормально. Круто! Да. Доставайте еду, будем завтра. Я первый раз. Ну, у меня было боевое крещение, я сразу упала с доски. Но, в принципе, да, коленки немножко болят, побаливают, но так вообще круто, очень классно. Ты ожидала, что ты доплывешь? Я, например, про себя не ожидала, что... Ну да, я пошла, покрутила, меня покрутила, потом все ровненько, все хорошо. На САПах были первый раз. Очень интересно. Равновесие держать не так легко, но интересно. На волне, да? На волне, да, именно на волне качает очень сильно. САП это хорошо. И самое интересное то, что я на этом острове первый раз. Столько лет живу и первый раз приплыл на остров. И первый раз на САПе.